Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Сегодня мы продолжаем читать Шримад Бхагавад-гиту. Сегодня у нас самый-самый интересный стих. Мы вчера хранили интригу, чтобы сегодня уже обсудить. Итак, 3.37. 3.37. Мы прочтем еще раз вчерашний стих. Арджуна сказал: «О потомок Вришни, какая сила заставляет человека совершать грехи даже против его воли?» И вот сегодня Кришна отвечает как раз на ответ на вопрос Арджуны. Вот что это за сила? Так. Прочтем сначала санскрит, пословный перевод, как всегда, и разберем уже подробно текст и комментарий. Известный стих, его часто цитируют. Шри Бхагавану Вача Камаэша Кротхаэша Раджагуна Самудхавах Махашана Махапам Папма Видхиэна Миха Вайринам. Шри Бхагавану Вача Кама эша гротха эша раджагуна самудбхавах Махашана Махапапма Видхьянам Эйха Вайринам. Шри Бхагавану Вача, Верховный Господь сказал: Камаха – вожделение, Эшах – это, Кротхах – гнев, Эшах – это, Раджагуна – гуны страсти, Самудбхаваха – порожденный, Махашанах – всепоглощающий, Махапапма – очень порочный, Видхи – знай же, Энам – этого, Иха – здесь, в материальном мире имеется, Иха – здесь в материальном. Айринам – злейшего врага. Так, литературный перевод и комментарий его божественной милости Абхаичарана. Когда живое существо попадает в материальный мир, его вечная любовь к Кришне под влиянием гуны страсти преобразуется... Подождите, я не прочитал, по-моему, литературный перевод, да? Сразу комментарий. Да. Здесь-то как раз и ответ кроется. Итак, перевод текста. Верховный Господь сказал: «О Арджуна, эта сила не что иное, как вожделение, которое возникает под влиянием гуны страсти, а затем превращается в гнев. Вожделение – всепожирающий греховный враг всех существ в этом мире». Когда живое существо, комментарий, когда живое существо попадает в материальный мир, комментарий достаточно объемный, и по большому счету, дав этот комментарий, можно уже, прочитав этот комментарий, можно и, в общем-то, ничего не объяснять, потому что Прабхупада в этом комментарии практически отвечает на все вопросы, но тем не менее мы попробуем применить этот стих и комментарий вот к настоящему времени и ко всему тому, что мы говорили, да, вот это в этой логике, связанной логике ответов Кришны на вопросы Арджуны. Так, когда живое существо попадает в материальный мир, его вечная любовь к Кришне под влиянием гуны страсти преобразуется в вожделение. Мы как раз вчера обсуждали вот это, символическое грехопадение, да, изгнание из Эдема, вот это нисхождение или деволюция сознания живого существа
до материального мира. То есть, каким образом живое существо, мы обсуждали принцип, не саму технологию, как живое существо попадает. Технологии также описываются, но мы обсуждали больше сам принцип. То есть, как только живое существо начинает задумываться или хочет испытать вот этот вкус того, как быть в центре, как быть Кришной, да, как почувствовать себя, пусть и маленьким, но Кришной, сразу же Верховный Господь, источник всего сущего, Он дает возможность, создавая вот эти бесконечные материальные миры, создавая для того, чтобы живое существо могло реализовать эту свое желание быть без Бога, быть без центра, а стать центром самому. И, значит, его вечная любовь к Кришне под влиянием гуны страсти преобразуется в вожделение. Это можно сравнить с тем, как молоко при добавлении в него кислого тамаринда превращается в простоквашу. Не получив удовлетворения, вожделение переходит в гнев, а гнев порождает иллюзию. Это то, как мы обсуждали вот эту сказку про бабушку, да? Бабушку и золотую рыбку. Золотую рыбку. Так. А гнев порождает иллюзию, которая держит живое существо в плену материальной жизни. Поэтому вожделение – злейший враг живого существа. Именно оно делает чистое живое существо пленником материального мира. Гнев является порождением гуны невежества, и все его последствия тоже возникают из этой гуны. Поэтому, если, выполняя предписание шастр, человек не позволяет влияющей на него гуне страсти преобразовываться в гуну невежества, а вместо этого поднимается на уровень гуны благости, он разовьет в себе духовные привязанности и тем самым спасет себя от гнева и его разрушительных последствий. То есть здесь Шрила Прабхупада, он как бы подытоживает то, о чем мы уже говорили. Мы говорили о том, что духовный путь – это путь трансформации материальных привязанностей в духовные привязанности. Да, это путь трансформации. И помогает в этом как раз шастра. Сегодня очень подробно мы на Бхагаватам, да, утром с Гаур Кришной Прабху обсуждали, что такое шастра и каким образом она помогает на этом пути. Вместо того, чтобы имеющаяся у нас склонность увела нас, наше сознание, и деволюционировало сознание с гуны страсти до гуны невежества, шастра позволяет на основе так сказать, предписаний, регуляций возвысить свое сознание до гуны благости. И вот здесь как раз Шрила Прабхупада говорит, что если удастся, да, то он разовьет в себе духовные привязанности и тем самым спасет себя от гнева и его разрушительных последствий. Потому что на уровне гуны благости вот эти 6 врагов, о которых мы говорили вчера, гнев, жадность, зависть, вожделение, иллюзии и безумие, они не исчезают, но они очень существенно ослабляются. Они не могут уже оказывать ключевого влияния на живое существо. Живое существо может взять их силой разума под контроль. Вот. Сейчас те, кто к нам присоединился в трансляции, я хочу отметить, что вы видите на экране телефон, WhatsApp. Поскольку трансляция ведется на несколько ресурсов и крайне сложно модерировать вопросы, которые поступают. Вчера мне задали вопрос, а вообще вы вопросы читаете или комментарии смотрите? Я, если честно, просматриваю только на YouTube, и другие источники как-то уже не получается у меня посмотреть, поэтому решили в течение лекции, в течение эфира, и даже после, если вы смотрите эту запись уже в записи, да, вот эту беседы в записи, то, пожалуйста, можете отправлять на этот действующий номер в WhatsApp ваши вопросы, просто с пометкой «Вопрос по Бхагавад-гите» или там «Беседы», «Вопрос по стиху такому-то». Ну или даже без номера стиха, не обязательно. Таким образом, можете использовать этот номер. Если будут WhatsApp сообщения поступать сейчас, то я, соответственно, в конце лекции отведу какие-то вопросы, какое-то время буду отвечать на эти вопросы. Итак, продолжаем дальше. Комментарий. Верховный Господь распространил себя во множество проявлений, чтобы испытывать
всевозрастающее духовное блаженство, неотъемлемыми частицами которого являются живые существа. То есть сама дживатма, она по своей природе является неотъемлемой частичкой Верховного Господа, подобно тому, как корпускулы света, как кванты света являются неотъемлемой частичкой Солнца. Они обладают некоторой долей независимости, то, о чем вчера мы говорили. Но когда они злоупотребляют ею, их желание служить Господу превращается в желание удовлетворять потребности собственных чувств. И они оказываются во власти вожделения. Господь создал материальный мир для того, чтобы дать обусловленным душам возможность попытаться, о чем мы и говорили, удовлетворить свое вожделение. Но, когда все их попытки заканчиваются неудачей, живые существа начинают вопрошать о том, какова их истинная природа. И вот интересно как раз дальше то, к чему мы, собственно говоря, пришли, и то, о чем мы сегодня можем также поговорить. Это то, собственно говоря, с чего начинается Веданта Сутра, да, известного афоризма «Хату Брахма Джигьяса», то есть во время вопрошать об обстоятельствах. И вот как раз с этого вопроса, пишет Шрила Прабхупада, начинается Веданта Сутра. От Хату Брахма Джигьяса. Настало время вопрошать о Всевышнем. О том, кто такой Всевышний, говорится в Шримад Бхагаватам. Джанма адьяя сяято наваят итараташча. Верховный Браман есть источник всего сущего. Вот такое определение Бхагаватам. Значит, источник вожделения также находится во Всевышнем. Очень логично, да? Пада говорит, что источник вожделения также находится во Всевышнем. Если нам удастся превратить вожделение в любовь к Богу, то есть в сознание Кришны, другое определение сознания Кришны – это любовь к Богу. Все. Просто. Сознание Кришны. И связать с Кришной все свои желания, мы одухотворим и вожделение, и гнев. Хануман, великий слуга Господа Рамы, разгневавшись, сжег дотла золотой город демона Раваны. Но благодаря этому он прославился как величайший преданный Господа. Подобно этому в Бхагавад-гите Господь велит Арджуне обратить свой гнев на врага, чтобы доставить Господу удовольствие. Поэтому, когда мы используем вожделение и гнев для служения Кришне, то есть, смотрите, Шрила Прабхупада говорит, что не то, чтобы мы сначала должны очиститься от вожделения, от гнева и потом служить Кришне. Нет, он говорит, если мы используем вожделение и гнев для служения Кришне, они из врагов превращаются в наших друзей. Собственно говоря, конец комментария. Давайте произнесем благоприятные молитвы, как всегда, и приступим к обсуждению. Om Agyanatimirandasya Yananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vancha Kalpatarupyascha Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine. Есть замечательная книга от духовного учителя Бхакти Тирти Свами, серии «Духовный воин 2». Она так и называется «Превращая вожделение в любовь». Там очень подробно на основании Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиты и других ведических
Шилапрабхупадов, Бхактитиртха с вами, он очень подробно объясняет, описывает, что такое вожделение, что такое любовь, о могуществе сексуальной энергии и о том, как сексуальная энергия может как возвысить человека, так и привести его к деградации. Очень рекомендую всем, кто вообще эту тему исследует. Вожделение — это, ну, вообще сексуальная энергия, это та сила, которая реально, ну, если она может быть сублимирована и направлена на служение высшим идеалам, то, конечно же, она может принести огромное благо всему миру. Но если она направлена, вот как в данном случае, вниз, то, собственно говоря, кроме деструкции и разрушения ни к чему не приведет. И вожделение, когда мы говорим вожделение, это не всегда означает сексуальное желание, это не всегда означает похоть. Вожделение означает, в данном случае используется слово кама. Кама эша кротха эша. Кама эша кротха эша. То есть, еще раз я прочту стих, чтобы уже по нему поплыть нам словам. Кама эша кротха эша раджа гуна самбудхаваха. То есть кама эша — это вожделение, которое превращается в гнев. Кротха, гнев, эша. И само вожделение, оно происходит из раджа гуна самбудхаваха, рожденные гуны вожделения. Дальше интересное слово маха ашанага. Маха это значит сверх просто, ашанага, поглощающий, да, поглощающий, но Шрила Прабхупада переводит еще жестче, всепожирающий. Всепожирающие. Кто всепожирающие? Вот это как раз кама эша. Всепожирающая, вот эта сила, да, о которой мы говорили, всепожирающая сила, которая сидит в нас, вот эта вторая собака, вот, которая, собственно говоря, и называется вожделением. Кришна дальше будет давать рецепты в следующих стихах, что делать. Но здесь он как бы дает дефиницию определения и называет вожделение всепожирающим, греховным. Греховным, да, тут слово используется. Вот вчера мы говорили папа, да, папа, грех. Вот, ну и разные его антонимы, а есть антонимы, это напротив, синонимы, да, синонимы, разные синонимы. Здесь говорится пап, тоже ма, очень, очень порочный, очень всепожирающий, очень порочный, да. Иха, именно здесь в материальном мире, иха, здесь переводится как именно здесь в материальном мире, не то чтобы здесь на поле Курушетра, да, а вот именно здесь в материальном мире. Итак, Арджуна, это сила не что иное, как вожделение, которое возникает под влиянием гуны страсти, а затем превращается в гнев. Вожделение — всепожирающий греховный враг всех существ в этом мире. Здесь нет такого определения, что кого-то, да, это всепожирающий враг кого-то, да, вот как, ну, там, 3-го класса людей или 1-го класса людей, 4-го класса людей. Здесь Кришна говорит всех. В первую очередь, конечно же, имея людей разумных, да, потому что, собственно говоря, ну, животные, они живут в 4 базовых потребностях: сон, оборона, еда, совокупление. Но при этом человек, поскольку это единственная форма жизни, да, из всех живых существ, которая способна к самоосознанию, это та форма жизни, которая создает свою судьбу лично, да, будущую и на какую-то часть в Кали-югу, на 30%, и настоящую. Это, и именно поэтому это живое существо, вот как бы человек разумный, Homo sapiens, он отвечает за свои поступки, в отличие от животных. Потому что животные, они пожинают плоды уже, да, то есть это те живые существа, которые уже пожинают плоды своей предыдущей жизни. И даже с точки зрения ученых, да, потому что ученые, они, в общем-то, особенно эволюционисты, они говорят о том, что живой, ну, человек разумный, Homo sapiens, это, собственно говоря, тоже биологическое животное. И единственное, что его адаптивная способность стала развиваться по пути ну, как бы разума. Да? То есть, ну, кто-то развивает адаптивную способность там, лазить по деревьям, да, там, мартышки, еще кто-то. Кто-то развивает адаптивную способность паразитировать на чужих телах.
Кто-то развивает адаптивную способность в процессе эволюции выживать там посредством там, маскировки и так далее, да, так как хамелеон, там разные бабочки, гусеницы. А вот человек, у него пошло чего-то как-то в голову. Вот так они говорят, что и вот стал развивать разум. Ну так какая разница? Если он пошел по адаптивной способности разума, так значит надо разум этот и развивать и применять, по большому счету. То есть, ну, мы даже этим уже должны отличаться от животных, коль уж мы заявляем свое превосходство над всем, да, что мы венец творения, мы должны каким-то образом, чем-то, хотя бы чем-то отличаться от животных. И по факту, когда ученые делают такое заявление, что человек это, ну, в общем-то, тоже вид, разновидность животного, то они недалеко уходят от правды, потому что, по большому счету, если посмотреть на человека современного, человека Homo sapiens такого, ну, как бы, с одной стороны, разумного, но с другой стороны, смотря с какой стороны смотреть, абсолютно неразумного, потому что он действует точно так же. Прабхупада называл людей тоже рафинированные животные. То есть животному, условно говоря, собаке, ей не требуется, для того, чтобы переспать с самкой, ей не требуется вести ее в в ресторан. Хотя сейчас есть уже собачьи рестораны, но, как правило, они ходят туда с хозяинами. Сами они не с хозяевами, да. Ему не нужно вести самку в ресторан, потом снимать какие-то номера или там работать день и ночь, чтобы заработать на какую-то будку, конуру трехкомнатную и потом, значит, уже там с щенятами жить спокойно. Нет, собаке этого не нужно. Ей не нужно, условно говоря, или кошке какой-нибудь там, не нужно ходить в ресторан, чтобы поесть. У них все это быстро происходит. Нашли, съели, тут же испражнились, совокупились, подрались, и все нормально. Все, у них они очень много времени экономят на это. Но человек, почему Шрила называют его рафинированным животным? Потому что, для того, чтобы удовлетворить все эти свои базовые потребности, да, сон, оборона, еда, совокупление, ему не то чтобы приходится, а он почему-то начинает это очень серьезно все обставлять. Например, простое как бы вот отношение противоположных полов, да, нужно очень все серьезно обставить. Нужна серьезная музыка, освещение, нужно уединение, нужно мягкая кровать, нужно то, нужно все, и там 2 года ухаживания или еще что-то. Ну, в общем, вот такое рафинированное, но по факту остается одно и то же. Чтобы обороняться, они выстраивают огромные стены своих домов, там, я не знаю, носят с собой кинжалы, ножи, базовые баллончики, шокеры и тому подобное. Вот. Вместо того, чтобы, ну, вот просто иметь там руки, ноги. То есть рафинированные животные, если мы ничего не делаем со своим вожделением. То есть если мы просто подобно животным, просто выполняем свои эти базовые потребности и не используем разум для того, чтобы ответить на эти базовые вопросы, собственно говоря, с которых начинается цивилизованная жизнь человека. Это адхатут брахма джигьяса. То есть задать вопрос, кто я, где я и что делать мне. Кто я, да, кто я, где я и что мне делать. Кто есть Браман, кто не есть Браман и так далее. Адхатут Брахма джигьяса, и Шрила говорит, что с этого, говоря, начинается Веданта Сутра, начинается цивилизованная жизнь человека. И здесь в комментарии Шрила говорит, что вот с того момента, когда мы попадаем в этот мир иллюзий, в эту матрицу, в которой уже мы живем не по законам Бога, а по законам Его энергии, по законам материальной природы. Когда мы попадаем в эту матрицу, то мы сразу оказываемся в этих тисках 3 гун материальной природы. Кришна говорит, давихи шагунама и мама моя дуратия, просто невозможно. Все, если ты попал в эти сети, невозможно тебе выбраться из этих сетей 3 гун материальной природы, и за исключением лишь того момента, когда ты можешь предаться мне. И только таким образом ты можешь преодолеть там яна пропадьянте, и там яна тарантите, то есть вот эту мою энергию преодолеть тарантите. И дальше Шрила Прабхупада объясняет, что не получив значит, и поскольку этот мир действия, да, мир гуны страсти, в основном, ну, как бы преимущественно гуны страсти, то гуна страсти означает страдание.
Сегодня утром мы очень хорошо обсуждали то, что гуна невежества и гуна благости до какой-то степени дают счастье, как ни странно, да, что гуна невежества тоже дает страсти, да, неведение. Неведение. Говорят, глупцы и мудрецы счастливы в этом мире. Но их немного. В смысле, ну, глупцов-то может быть и много, но мудрецов немного. Поэтому до какой-то степени большинство людей, даже находящихся в гуне страсти, они могут испытывать какое-то иллюзорное счастье, но до поры до времени. И если даже вся жизнь удалась, то старость, болезни и смерть, они как бы расставляют ну, какие-то точки над «ё». Вот. Почему? Потому что старость, болезни сопровождаются страданиями, не говоря уже про смерть или ожидание смерти. Вот. Ну, и если даже мы не испытываем тройственные страдания, адхьятмика, адхибаутика, адхидавика, то вот эти 4 вида страданий, рождение, старость, болезнь и смерть, они всегда будут преследовать нас. И самое печальное заключается в том, что когда вы вдруг внезапно понимаете, что вы задыхаетесь и не можете дышать от коронавируса, который протекал в вашем теле бессимптомно, вы уже ничего сделать с этим. И вы даже молиться не можете, потому что у вас нет такой привычки молиться или уповать на Бога в трудные часы. И вот наша цивилизация, собственно говоря, она обучена таким образом. Нам кажется, что счастье заключается в количестве телевизоров, которые висят в моей квартире, или в количестве машин, которые есть у всех членов моей семьи, или в стоимости мебели, которая стоит в комнатах. Но по факту ни одно, ни второе, ни третье, ни четвертое не может принести живому существу счастье, поскольку не удовлетворяет глубинные потребности как раз в этой самой любви. Почему вожделение столь могущественно в этом мире? Потому что это не что иное, как неправильно направленная према, любовь. То есть, другими словами, если мы посмотрим на монету, которая лежит в грязи, мы увидим, что одна сторона ее, она светит ярко очень, да, отливает на солнце, но вторая, она находится в грязи. Это одна и та же монета. И вот вожделение — это просто другая сторона, обратная теневая сторона премы. Это любовь, направленная не на правильный объект, не на тот объект, на свои чувства. Поскольку мы захотели испытать это, мы захотели стать вишай, мы захотели стать контролирующим и наслаждающимся. И, по сути дела, в этом мире человек, он вот эти две роли постоянно применяет на себя, контролирующий и наслаждающийся. И суть этого применения — это желание стать Богом, желание испытывать счастье, вот как это делает Бог. Но поскольку природа живого существа, она совершенно другая, не может быть, ну, условно говоря, шестеренка не может быть опорой всего механизма, да, то, конечно же, возникают проблемы. Шестеренки ломаются, большая слишком нагрузка. И тогда, как Шилпрапада говорит здесь, когда уже живое существо разочаровывается во всем этом, оно начинает вопрошать об абсолютной истине и задает вот этот вопрос Адхату Брахма Джигьяса. Да, дальше. То есть, другими словами, что происходит? Происходит, что чистая любовь, когда живое существо падает в этот мир, чистая любовь, она как бы деэволюционирует до уровня вожделения. И именно поэтому вожделение имеет такую взрывную силу, очень мощную силу, потому что это сама према, по большому счету. И чтобы вернуть вот это качество, изначальное качество любви, то есть очистить вожделение непосредственно и трансформировать ее в любовь, необходим метод, который дает сам Кришна здесь в Бхагавад-гите. Дальше в следующих стихах он скажет, каким образом можно одолеть вожделение. И к этому еще вернемся. Говорит, дает формулу того, что... Вы как считаете, пожалуйста? С помощью чего можно одолеть вожделение всего пожирающего врага? Ну, вообще само слово «одолеть» уже закладывает смысл, что это я такой герой, сейчас возьму, одолею. Вот.
То есть, ну, на самом деле получается, что практически живое существо, оно не может справиться с этой силой само. Ему нужна помощь. Мгм. Помощь приходит в виде духовного учителя, шастра и в виде помощи Бога. И, ну, основная практика, которая позволяет трансформировать каму в прему, это процесс постепенного преданного служения. Это вот та практика, о которой как раз и говорится, которая меняет вектор направления этой энергии с самого себя на, ну, соответственно, естественный объект, который может принять эту энергию. И таким образом у нас происходит правильная позиция круговорота энергии. То есть мы получаем энергию от Бога, вот, и потом, соответственно, добавляем свои какие-то эмоции в виде, ну, в идеальном варианте этого, конечно, вот и есть любовь, и передаем ее, возвращаем ее обратно. Таким образом, мы, ну, как бы сами удовлетворены, и, ну, как бы все довольны, это наше естественное положение. Ну, вот таким вариантом можно победить вожделение. Да, Кришна говорит о том, что вожделение можно одолеть или победить с помощью одухотворенного разума. То есть вот это будхи-йога или Шила переводит ее как бхакти-йога, да, иногда будхи-йога. Будхи-йога это и есть вот тот метод, который одухотворяет разум, одухотворяет вот через соприкосновение с, как вы сказали, с шастрой, с духовным учителем, с саду. Вот, потому что именно Кришна, он проявляется как раз через эти три аспекта: гуру, саду и шастры. И как это понять вот на практике? Достаточно просто. Если мы увидим ребенка, то ребенок, он не может действовать самостоятельно в этом мире, как вы правильно сказали. То есть сильна гуна невежества и нет еще разум слаб. Разум, мы знаем даже с точки зрения анатомии человека, нейробиологии и так далее, он развивается у юношей к 25 годам, у девушек чуть раньше, то есть это как бы лобная часть, вот эта передняя, да, то есть отвечающая за анализ, за принятие решений, вот эта волевая часть, да, она развивается у юношей к 25 годам. Поэтому это означает, что до этого возраста кто-то должен быть разумом живого существа, то есть вот этого ребенка. Именно поэтому, допустим, в древневедические времена ребенка с 5 лет, мальчиков, давали гуру до 25 лет, ну примерно до 25 лет, он обучался в течение лет, он постигал все науки под руководством гуру. То есть, другими словами, постоянно в этом мире мы постоянно должны как бы свой разум погружать в некую духовную составляющую, то есть обращаться к разуму тех, кто разумнее нас, если так можно сказать, да? То есть, другими словами, разумом ребенка, маленького ребенка, должны быть родители. Разумом родителей должен быть духовный наставник или гуру, да, который уже, ну или там старший, да, если это ведическая традиция, где духовность, ну, она как бы сама интегрирована, да, в саму систему образования и всего. Это старшие. Поэтому в ведические времена такое почтение и уважение к старшим оказывалось. В противном случае, если мы не оказываем почтение старшим, мы не можем воспользоваться их разумом. Или, допустим, они не могут стать нашим разумом, другими словами. Да? Потому что этот процесс добровольный. То есть, если я слушаюсь, послушание, да, отсюда идет послушание. На английском, кстати, интересно, что преданных Господу еще называют surrenders, да, то есть подчинившиеся, да, или подчиненные, да, на английском языке, а rent это чинить. То есть, другими словами, мы как бы ремонтируем, чиним свой разум, который, да, уже вот под действием гуны страсти, он превратил нашу, ну или как бы трансформировал нашу прему в вожделение, и теперь предстоит с помощью одухотворенного разума сделать обратный процесс, трансформировать вожделение в любовь посредством вот одухотворенного разума или практики, которая постоянно, как приводится аналогия в шастрах, Прабхупада тоже сейчас приводит, как пруд
который помещен в огонь, он приобретает качество огня. То есть он еще не становится огнем, но он в полной мере обладает качеством огня. Он может сжечь, он может обжигать, он может пожар, так сказать, строить. И здесь интересно, да, что Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что если мы используем свой гнев и вожделение в преданном служении, оказывается, это можно использовать в преданном служении, то они как раз одухотворяются. И Шрила Прабхупада приводит здесь пример Ханумана, который использовал свой гнев для того, чтобы сжечь ланку. Таким образом, было его служение Господу Рамачандре. Вот. А как интересно, как можно использовать свое вожделение? Есть какие-то соображения? Я слышал, что вожделение – это, в принципе, есть творческая энергия. Вот. И, соответственно, если мы эту творческую энергию, например, будем задействовать для того, чтобы обогатиться самому, то, соответственно, мы будем все время находиться в этой зависимости. То есть мы будем попадать в зависимости от результатов, и, соответственно, вожделение будет превращаться в гнев. То есть у нас будут вот эти состояния, когда мы не сможем ничего делать, либо у нас непонятно, что делать дальше. А если мы наше творчество, нашу творческую энергию будем задействовать именно в служении источнику всех энергий, то, соответственно, мы не будем попадать под зависимость этой энергии. Она будет проходить просто через нас. Мы будем ощущать все время вот этот творческий подъем, творческую такую инициативу, и в то же время мы будем защищены. Таким образом, мы можем как бы развиваться, и у нас не будет никаких проблем с точки зрения неправильного использования этой энергии. Творчество. То есть первый вариант, если вот так вот разобраться, то первый вариант это может быть такой вот как бы сублимация. Если мы говорим, например, о сексуальной энергии, то это вот сублимация. Был такой спектакль или фильм, я точно не помню, «Сублимация любви». Интересно, я, правда, не смотрел его. Вот сублимация – это то, когда, например, почему Пушкин, Лермонтов, у них такие произведения, да, вот 15 лет Пушкин написал такие произведения, что сам великий Державин, величайший поэт и критик того времени, он признал в нем будущего таланта, будущего гения России и мирового гения даже, да. Потому что в те времена мальчики и девочки, они отдельно обучались. Вот в чем дело. Они обучались отдельно. И вся вот эта сексуальная энергия, она была направлена, как вы правильно сказали, она шла в творческий потенциал. Она шла в мозг, другими словами. Не куда-то, вот, в нужную половину. Да, то есть. И таким образом, это раздельное обучение, оно позволяло мальчикам добиваться больших результатов. Собственно говоря, и девочкам. Девочки, они в таких вообще местах и другим искусством. Вот. Ну а мальчики, они могли добиваться величайших каких-то достижений, побед, в отличие от сейчас. Если иметь в виду вожделение именно как сексуальное желание, второй способ, который сам Кришна описывает, да, он говорит: «Я сексуальная жизнь, не противоречащая религиозным принципам». Как в свое время один известный театральный критик Вадим Дышкин, в то же время он еще и адепт, последователь гаудия-вайшнавизма, его духовное имя Вадираджа Украины, он написал одну статью. В свое время, я помню, плакаты висели такие, что депутаты, по всей видимости, решили каким-то образом предостеречь молодежь от рождения нежеланного потомства, да, от варна санкары. Но каким образом? Вот это в гуне невежества называется, да, с призывом использовать противозачаточные средства. Да, и вот были плакаты с указанием вот этих противозачаточных средств с надписями «Безопасного секса не бывает». Да, то есть вот так. На что Вадираджа или вот Вадим Дышкин, он написал большую статью, которую напечатали где-то вот в каких-то известных изданиях, в Самолке, что ли,
он написал, что безопасный секс бывает, и потом подпись такая, и в результате него рождаются, не помню, ну то есть либо святые дети, либо святые, или что-то в этом роде, вот так он написал. То есть, другими словами, он открывал саму культуру, да, вот этого культуру производства или планирования семьи, планирования потомства. Например, в ведические времена жизнь человека начиналась с Гарбадана Самскары, да, то есть с обряда, который, то есть молодожены, они заявляли об этом, что вот мы хотим зачать ребенка, мы готовимся к этому, мы астрологически высчитываем как бы нужное время и так далее. То есть проводилась вот эта Гарбада Самскара, подготовка к зачатию. Не подготовка к рождению, а именно подготовка к зачатию. Сейчас же, ну, боюсь, что мало кто из семейных людей сможет назвать точную дату зачатия своего ребенка. Это как-то даже странно покажется. Это что ж, какой-то прям, знаете, вот, ну, это же не по расчету, да, это же делается вот так, вот так, это по любви. Но вот эта любовь, это и есть страсть, это и есть та сила, которую невозможно удержать. И используя ее в семье, до какой-то степени мы можем ее контролировать. Да? То есть если мы входим в грехастхашам или семейный вклад жизни, до какой-то степени мы ее можем контролировать, если есть культура определенная. Да? Если нет, если в обществе не порицается, а наоборот поощряется там, супружеская измена или вот это хождение направо-налево и так далее, то, конечно же, и это не уберегает, и семья не уберегает. Но в целом в системе варна-ашрама дармы вопрос, в том числе вот вожделение, вот таким образом пролился через семью. Вот. Если мы говорим в более широком смысле кама как желание, да, то свои желания каким образом можно занять служение Кришне? Ну, фактически, мы говорили уже об этом, да, это наши желания, они связаны с нашей природой. Вот этот стих, как раз мы говорили, что лучше выполнять свои обязанности, пусть не совершенным образом, чем чужие, но в совершенстве. То есть, когда мы свои желания, как минимум, начинаем интегрировать в желание Бога, в желание Кришны. Да? А здесь, вот если дальше высший пилотаж, да, Шрила Прабхупада говорит, он говорит, так, собственных чувств, задачи из этого. Если нам удастся преобразовать утверждение любовь к Богу, то есть в сознании Кришны, и связать с Кришной все свои желания, вот что говорит Шрила Прабхупада. То есть, если нам удастся превратить вожделение в любовь к Богу, то есть расшифровка, да, то есть каким образом, в сознании Кришны, и связать с Кришной все свои желания, мы одухотворим вожделение и гнев. Вот таким образом можно задействовать и гнев, и вожделение. То есть, если в более общем смысле говорить, да, желание, кама эша, то фактически мы как бы начинаем связывать эти желания с сознанием Кришны. Другими словами, если мы любим вкусно есть, то мы готовим замечательную пищу и предлагаем ее на алтаре Богу, и потом вкушаем. Если мы любим петь, то мы не поем какие-то шлягеры, не знаю, тюремной лирики, да, там, или еще что-то, а мы воспеваем святые имена Бога, киртаны, баджаны святых, псалмы, в конце концов, там, еще что-то. Таким образом, также связываем уже наши желания с Богом. Вот. И этот процесс, как вы правильно сказали, процесс занятия, собственно говоря, всех вот этих своих врагов, за исключением зависти, да, жадность, вожделение, иллюзия, гнев, безумие, даже безумие, видите, можно занять в служении Кришне, как ни странно, за исключением лишь зависти. Зависть невозможно занять. Почему? Потому что ключевой источник зависти, ну, к любым живым существам, это как раз зависть к Богу. Изначально вот это грехопадение, да, как описывается, это зависть к Богу. Пусть в тонком виде, пусть в таком, но вот желание уподобиться или иметь того, чего нет у тебя, да, это вот есть. Особенно если это деструктивно по своей природе, то вот, грубо говоря, это разрушающая сила зависть.
И говорится, что она мать всех остальных 5 вот этих пороков, которые, в принципе, можно занять отдельно. Именно вожделение. Вожделение, ну, все за исключением зависти, можно занять в преданном служении. Когда это происходит, как раз трансформация, глобальная трансформация. И это делается через процесс преданного служения, как вы. Вот, может быть, какие-то Я сейчас скажу тем, кто присоединился позже, если нас смотрят в трансляции или в записи, пожалуйста, вы видите на экране номер WhatsApp, можете задавать ваши вопросы, и связанные со стихом, и связанные не только с этим стихом, с другими стихами, на теме, вот, ну и по крайней мере в Бхагавад-гите. Вот, но, собственно говоря, на другие вопросы я тоже смогу вам ответить, но в эфире. Вот, а я сейчас прошу, у вас какие-то дополнения есть, вопросы? Ага, ну да, у меня дополнение, вопрос тогда есть, если можно. Смотрите, вот что касается механизма, вот я слушал лекцию как раз, кажется, в Раджи Кумаре, в Раджендра Кумара, Ага. Прабу, по поводу, он как раз этот стих описывал, он там рассказывает очень интересно такую вещь, как это происходит. То есть мы наблюдаем объекты наших чувств, ну, смотрим на окружающий мир, и когда мы наблюдаем за ними, созерцаем их, у нас возникает к ним привязанность. А привязанность, она возникает из как бы видения того, что, возможно, этот объект может быть моим. Вот. И здесь происходит такой момент, что это может быть какие-то вещи такие, как просто что-то из еды, такие простые, может быть, из техники, может быть, пошли дальше машины, жилье, телефоны, как бы, да, то есть вот мы стоим, и говорится порядка, если ты наблюдаешь около 3 секунд, больше 3 секунд, то и этот объект тебе нравится, у тебя автоматически появляется к нему уже привязанность, вот, и вожделение здесь появляется уже как желание, чтобы это было моим, чтобы я этим пользовался. Вот кроме, каких-то, ладно, еще с вещами тут, как говорится, но когда идет дальше, масштаб вожделения растет, туда попадают люди, то есть мужчина или женщина, то есть туда попадают, скажем так, может быть, несколько человек, то есть это Страны руководители на даже, работе. страны, группы могут быть даже. Да. И пошли уже страны, и пошли уже вот земли. И вот смотрите, здесь происходит такой очень интересный момент, который сейчас, тоже вот в мире он наблюдался и наблюдается. Это то, что некоторые считают, например, вот этот кусок земли своим, и, соответственно, кто-то еще также считает. Ну и все. То есть у них возникает уже «это мое», и я уже привязался. Что значит привязался? Это я, значит, его уже увидел и пустил в сердце. Это уже часть меня. Я не могу просто так отдать. И другой точно так же. И вот эти два, предположим, руководителя страны, они начинают уже, что происходит? Происходит уже, скажем так, какие-то напряжения, конфликты, возникают какие-то трудности и даже войны. Вот. И каким образом одухотворение спасает от этого? Потому что, реально очень тяжело. Все, кто знает, что если какая-то вещь тебе очень дорога, и что с ней что-то происходит, привязка очень сильная. Она прям, реальная, прям люди ее ощущают. Они не могут от нее отойти. И вот каким образом, решается вот этот вопрос, одухотворяется? Он делается следующим образом. Постепенно все объекты нашей привязанности, они одухотворяются благодаря разуму, пониманию тому, что все принадлежит Богу. И это реальность. Потому что мы сюда приходим, здесь ничего нашего нет. И уходим, тоже ничего нету. Но у людей появляется свидетельство на собственность, свидетельство на машину. Они заводят семью и говорят, это моя семья, это моя жена, то есть это мои дети.
это моя страна, моя земля и все остальное. И что происходит? То есть у людей появляется вот это, ну, как бы, ну, безумие. Но если они правильно начнут воспринимать это все и понимать, что это все принадлежит на самом деле не мне, это все принадлежит Богу, Он истинный хозяин, не я, а мне это дали просто, ну, в аренду на время вот жизни, то тогда, соответственно, когда ум смотрит на объект, который не является нашим, он не привязывается к нему, но он правильно им пользуется. То есть, когда мы не привязаны к чему-то, мы можем нормально этим воспользоваться. Простой пример. Например, когда у нас есть какая-то крупная сумма денег в кармане наша, мы будем очень бояться, что ее, ну, могут забрать. Но когда кассир, например, в кассе передает там несколько миллионов за день, он за эти деньги не волнуется, хотя они тоже в руках у него. Вот такой простой пример позволяет нам понять, что если мы начнем все одухотворять, то это не значит, что мы останемся в какой-то, ну, бедноте там, или в нищете, или у нас не будет ни семьи, там, ни техники, ни машин. Нет, это все будет нас окружать. Но когда мы будем понимать, что это не наше, а это просто нам Господь дал на время нашей жизни, то тогда у нас не будет вот этого безумия, не будет вот этой сильной привязанности, которая будет нас раздирать. И мы спокойно будем пользоваться этими объектами, как бы, ну, с благодарностью, понимая, что это такое. То есть к чему все это ведет? Это ведет к тому, что вожделение можно таким образом уменьшить до практически, ну, минимальных каких-то ну, желаний, одухотворить и направить, ну, на правильный объект его применения. Ну, вот такая схема. Да. Ну, Харе Кришна. Да, я с вами согласен. Здесь очень важно как раз вот то, о чем говорит Шрила Прабхупада, что отсутствие знания, именно вот отсутствие и отсутствие даже желания обрести вот это знание, адхату брахма джигьяса, отсутствие желание задавать вопросы, оно приводит, оно, вернее, усугубляет вот это вот отождествление себя с этим телом и с вот этой концепцией «я и мое», когда мы живем в парадигме концепции «я и мое». Но духовное знание, и вот эта, скажем, духовная практика, которая заключается в воспевании святых имен, да, звука, именно чистый звук, чистая еда и чистая любовь, то есть преданное служение. Вот эти три аспекта, они дают возможность получить тот духовный опыт, который действительно утверждает живое существо в понимании того, что я не есть это тело, что я не есть этот ум даже, да, то есть, потому что сама практика, она уже, ну, теоретически можно понять, что мы не есть это тело, но согласиться с тем, что я не есть этот ум, это уже вообще, и не этот разум, это вообще крайне сложно. Вот, что уже говорить о том, что я не есть это ложное эго, это ложное представление. И вот когда происходит вот эта главная трансформация посредством чистого звука, чистой пищи и чистого служения, да, чистой любви, тогда я как бы выхожу из эгоцентрической системы координат и смотрю на все, как шастры говорят, да, то есть на чужие богатства я смотрю как на мусор, на золото как на гальку на прибрежном озере, а на чужую женщину как на мать, чужую жену как на мать. Вот эта культура определенная тогда рождается. И тогда, да, тогда, собственно говоря, все войны, все конфликты будут исчерпаны. Шрила Прабхупада дает эту формулу, он говорит, что Шримад Бхагаватам дает эту формулу. Он обращался в ООН даже, говорил, что вот, смотрите, мы так далеко шагнули уже в научно-техническом прогрессе, но конфликты по-прежнему то там, то здесь вспыхивают по самой, как бы вот, мелочам. И это происходит от того, что у лидеров нет знания адхату брахма джигьяса. И более того, они не вопрошают об абсолютной истине. Согласен. Таким образом, я хотел добавить еще одну интересную вещь. Мне посоветовали, я с большой радостью это буду делать. Я буду прикреплять к записи, ну, наверное, вот основное это вот будет YouTube, там в описании. И ВКонтакте, да, где идет трансляция на моем, я буду прикладывать записи, аудиозаписи, лекции Бхактивиданты с вами Шрилы Прабхупады по конкретному этому стиху.
Я знаю, что не по всем стихам есть лекции. Я вот исследовал эту тему и вижу, что не по всем стихам, но, по крайней мере, по тем стихам, по которым эти лекции были даны в 60-е, 70-е годы, это будет крайне интересно, я уверен, и тем, кто уже слушал эти лекции, допустим, и тем, кто только начинает изучать Шримад Бхагавад-гиту, и те, кто только-только вообще мог присоединиться на трансляции. То есть ссылку на эти лекции можно будет найти вот на конкретный стих именно, да, то есть если сегодня мы проходим стих 3.37, то лекция Шрилы Прабхупады на этот стих, она будет прикреплена, ссылка на этот, или сама лекция в аудиоформате. Вот. Сегодня, к сожалению, не получил. Я скачал 2 лекции, но почему-то в ВКонтакте он не закачивает его, несмотря на то, что это файл MP3 считается, то есть он тот формат допустимый и размер допустимый, но почему-то файл не закачался. Но мы придумаем что-нибудь. В крайнем случае я буду давать ссылку на веб-ресурс этой лекции. И это будет таким значительным, на мой взгляд, дополнением, да, которое можно, так сказать, с разных сторон, помимо комментариев, еще увидеть вот, и прочувствовать голос саду, святого, да, прям вот погрузиться в этот момент, что называется, да, там 50-60 лет назад. Вот, я думаю, что это хорошая идея. Я благодарю вот, тех, кто мне посоветовал это. Так что тогда до новых встреч. Завтра воскресенье, завтра будет лекция по Бхагавад-гите в 3 часа. Ее буду давать не я, то есть 6-часовой лекции не будет. Поэтому мы с вами прощаемся в понедельник. Завтра будет интересный стих 3.38. В понедельник мы на него просто тоже обопремся, прочтем его и пойдем дальше. 39 стих будем уже изучать в понедельник в 18:00. Я буду стараться, есть идеи, значит, как я и говорил, приглашать кого-то, да, чтобы каких-то экспертов уже, да, таких серьезных экспертов в Бхагавад-гите, чтобы можно было беседовать вот именно в качестве вопроса-ответа, то есть такой формат Арджуны, Кришна Арджуны, да, или... Произошла ошибка. Попробуйте еще раз. Да, вот интересно, произошла ошибка. Будем пробовать еще раз. И также я буду пытаться, может быть, как-то интерактивизировать, то есть находить какие-то, может быть, кусочки, которые могут каким-то образом демонстрировать тему, и можем, ну, видео там или даты, можно это будет обсуждать. Это будет более зрелищно, более интересно, более интерактивно. Все, тогда я прощаюсь с вами до понедельника. Ну, увидимся, я думаю, что еще и завтра на Бхагаватам. Ну, так вот, в беседы у нас продолжится в понедельник. Всего самого наилучшего. Спасибо большое, Харе Кришна. Да, Харе Кришна.